В этом видео я расскажу о нефти, ее переработке и последующем применении, как это работает, и разберу несколько производственных блоков Factorio. Нефть представляет собой смесь жидких углеводородов, образовавшихся из остатков растительности и животных. Используется в промышленности для получения пластмасс, топлива и серы, а также смазок и в военных целях. Добывается нефть при помощи станка качалки. При помощи электродвигателя вращается кривошип, который вращает откидную головку то вверх, то вниз, который уже тянет канатную подвеску ровно вверх и ровно вниз. Именно это движение поступает на погружной насос, выкачивающий нефть. Далее нефть поступает по трубопроводу на поверхность, а далее на нефтеперерабатывающий завод. Первый этап переработки – атмосферная перегонка, в ходе которой, предварительно очищенная от солей и воды, нефть подвергается дистилляции, то есть кипячению и последующей конденсации паров, в ректификационной колонии при атмосферном давлении. Ректификацией как раз называют разделение жидкости при помощи дистилляции. Колонна разбита на несколько секций, разделенных тарелками, позволяющим стекать жидкости вниз и подниматься парам наверх. Пар, нагревающий колонну, подается снизу, сильно разогревая низ колонны, отчего температура постепенно снижается с высотой. Сырая нефть поступает в ректификационную колонну, где нагревается, и когда достигается температура кипения легких фракций, они испаряются, поднимаются наверх и конденсируются на той высоте, где находится их точка кипения. И так далее. С повышением температуры все более тяжелые фракции поднимаются на свои секции. Самые тяжелые компоненты стекают вниз. Побочным продуктом является попутный нефтяной газ, который идет как на производство, так и на газовый факел. Газовый факел осуществляет управляемое сжигание газа для безопасности в случае скачка давления. Второй этап – вакуумная дистилляция. Здесь уже перерабатывается мазут, чья температура кипения понижается за счет вакуума. После этой переработки получают смазку, масла и твердый остаток – гудрон. После разделения нефти на фракции, ее компоненты могут использоваться в различных отраслях промышленности, таких как производство пластмасс, смазочных жидкостей, а также для получения серы и других химических соединений. Пластмассу получают из пропилена и этилена в процессе полимеризации. Этилен и пропилен – небольшие молекулы, мономеры, находящиеся в нефти и попутном газе. При помощи катализаторов, специальных веществ, запускается реакция полимеризации, то есть объединение небольших молекул в длинные. Затем из полученного продукта удаляют влагу, сушат и продавливают через решетку, разрезают на гранулы и отправляют на производство. Там гранулы плавят и впрессовывают форму, получая деталь. Сернистые соединения нефти, например, сероводород, могут перерабатываться в котле-утилизаторе для получения серной кислоты, а также возможно отделение и последующая кристаллизация серы. С нефтью разобрались, теперь можно переходить к Factorio. Здесь нефть добывается из бесконечных месторождений, имеющих один параметр – доходность. Он отражает количество нефти, добытой за один цикл по формуле, процент доходности умноженный на 10. Уменьшается она на 1% каждые 300 циклов добычи, а минимальный уровень 20%. Далее в игре есть два способа переработки нефти. Базовый способ позволяет переработать 100 единиц нефти в 45 газа за 5 секунд, но обычно он используется временно для изучения продвинутой переработки и невыгоден по ресурсам. Продвинутый способ, который является основным на протяжении игры, потребляет также 100 единиц нефти за 5 секунд, но еще и воду. На выходе получается 55 газа, 25 мазута и 45 дизеля. Для сбора жидкостей используются коллекторы, а для переработки фракций – химические заводы, которые преобразуют мазут в дизель в соотношении 40 к 30 и дизель в газ в соотношении 30 к 20. При этом также требуется добавление воды. Из полученных фракций нефти можно получать готовые продукты в химических заводах. Среди них пластик, взрывчатка, аккумуляторы, сера и смазка. Вот их рецепты. Разберем каждый ресурс поподробнее. Пластик. Производится довольно быстро. 2 штуки за секунду. Из угля и попутного нефтяного газа. Вот модульный пример производства. Можно копировать в ряд, пока позволяет пропускная способность ленты. Разделитель здесь нужен как раз для уравновешивания сторон конвейера. Одна пара химических заводов выкладывает на дальнюю сторону, а другая на ближнюю. Применяется он для крафта красных схем, снарядов и конструкций малой плотности.
Сера. Производится она в таких же объемах, как и пластик, однако полностью получается из жидкостей, из воды и попутного нефтяного газа. Чтобы было компактнее и можно было ставить заводы без промежутков, трубы расположены так. Почему здесь не подземные трубы? Потому что это не влияет на пропускную способность, а подземные гораздо дороже обычных. Здесь балансировку разделителем я не сделал, потому что полный конвейер серы почти никогда не нужен. В игре обычно достаточно 2-3 серы в секунду. Применяется сера для синих банок, взрывчаток и серной кислоты. Серная кислота. Производится 50 в секунду за серу, воду и железо. Для получения серной кислоты требуется уже 3 компонента. Вода и железо поддаются нормально, но серу нужно перекладывать целых 5 в секунду. На это даже не способны 2 синих манипулятора без улучшений, поэтому лучше будет как можно быстрее поставить пакетный. А по использованию – крафт процессоров и аккумуляторов и для добычи урана. Аккумуляторы. Делаются из железа, меди и серной кислоты. В производство удобнее всего вмонтировать серную кислоту. Одного химзавода хватит ровно на 10 заводов под аккумуляторы. Здесь хватит желтых лент и манипуляторов, а производительность блока будет 2,5 аккумулятора в секунду. Сера здесь отсекается разделителем, а медь добавляется с другой ленты. Там же расположена и выходная лента. Используются аккумуляторы на производстве каркасов дронов, стационарных аккумуляторов и лазерных турелей, и на персональных дрон-станций с батареей. Взрывчатка. Технология блока похожа на аккумуляторный. Тоже 2 твердых ресурса, уголь и сера, и 1 жидкий, вода. Продукт выгружается на одну сторону конвейера, потому что так много взрывчатки может понадобиться только на мирах смерти, для производства взрывного оружия. Для смазки блока я делать не стал, поскольку почти на всю игру хватит одного завода. На нем мазут напрямую конвертируется в смазку со скоростью 10 единиц в секунду. Также стоит рассмотреть твердое топливо. Его можно получить из любой переработанной фракции нефти, но выгоден будет из дизеля. Его требуется всего 10, когда другим 20. Само топливо используется по своему прямому назначению, является топливом. Оно обладает теплоемкостью 12 мегаджоулей, что в 3 раза больше, чем у угля. Также из него можно производить ракетное топливо. Далее разберем пару полноценных производственных линий, начинающихся с сырой нефти и заканчивающихся готовым продуктом. Но для научных банок нужен как и мазут на смазку, так и газ на пластик и серу, поэтому необходимы расчеты и логический контроль, чтобы жидкости были уравновешены. Для всех банок, кроме белых, с округлениями в большую сторону, я построил такую схему. Разберем ее устройство. На НПЗ идет вода и нефть, на выход мазут, дизель и газ. Мазут поступает в баки через помпу, выходит там же и идет на дизель. Но вход на него доступен только тогда, когда мазута больше, чем дизеля. Таким образом, мазут не накопится в избытке и будет постоянно уравновешен с дизелем. Также мазут выходит на смазку, если ее меньше, опять же для равновесия. Выход смазки идет через помпу налево, но расположение зависит от самой фабрики. Дизель с мазута подмешивается в коллектор для переработки в газ. Также сюда подмешивается коллектор с НПЗ. На конце трубы помпы качают и выкачивают из баков, но ограничений здесь не стоит, так как дизель не участвует в производстве напрямую, и его можно полностью тратить. Из полученного попутного нефтяного газа делается пластик и сера. Они выкладываются на разные стороны синего конвейера, но если таких еще нету, ресурсы можно разделить. А если есть нужда отправлять дизель на огнеметы, можно сделать так. Поставить контрольный бак и ограничить в нем максимальную заполненность. Либо чуть больше поработать с логикой, но зато настроить контроль в процентах. На первом комбинаторе сигнал дизеля просто заменяем сигналом 1, чтобы отличить его от основного запаса. Далее основной дизель, то есть вот этих баков, делится на количество дизеля в контрольном баке. Так получается управляющий сигнал, обозначающий, во сколько раз запасов больше, чем отправленного на огнеметы. Но также необходима корректировка на +1 к сигналу, на случай, если резервуары окажутся пустыми и придется делить на 0. Ну и если помпу ограничить, например, 10%, нужно в условии сравнить управляющий сигнал с 10. С учетом корректировки, основного дизеля должно быть в 9 раз больше боевого, а это как раз 90% в запасе и 10% на огнеметы. Вот такая начальная схема. Но на поздней стадии игры добывать нефть в жидкой форме становится неудобно. Постоянно тянуть трубы, ставить помпы и собирать жидкие поезда.
Проще использовать один твердый ресурс – уголь. Его и удобнее транспортировать, и можно совсем не использовать нефтяные месторождения. Сжижение угля. Эта технология позволяет получать нефтепродукты из угля с добавлением пара и мазута. Пример работы разберу на большом производстве пластика на 3 синих ленты с модулями и маяками. На вход сюда поезда привозят только уголь, который подается на сжижение. Мазут, идущий на вход, зациклен с выходом, так как потребляется всего 25 за цикл, а на выходе идет целых 90. Это можно отправлять и на производство, и на поддержание работы. А пар производится таким блоком бойлеров. Они топятся также на угле. Далее пар поступает хитрым образом через помпы и разделяется на каждый блок переработки. А дальнейшее преобразование фракций нефти такое же, как и на прошлой схеме, только с другим количеством заводов и с маяками. Но сразу после постройки и подачи угля с водой ничего не заработает, потому что изначально мазута нигде нету, поэтому приходится начать процесс вручную. Достаточно принести одну банку мазута в кармане и опустошить в трубу, этого хватит для запуска. Но на этом видео заканчивается. Все чертежи и другие полезные схемы будут в описании.